Как все прекрасно знают, что любой монтаж начинается с подготовки, и первым делом мы подготавливаем наши профиля и наши направляющие. Мы их обрабатываем обезжиривателем и приклеиваем уплотнительную ленту на тыльную часть профиля. Тем самым мы повышаем в целом шумоизоляцию нашей стены, нашей перегородки и снижаем вибрацию на каркас. Крепим направляющий профиль 50 на 40 по периметру нашей стены, то есть к потолку и стенам, на обычные нейлоновые дюбеля с расстоянием примерно 60-80 см. Между собой направляющие крепим при помощи просекателя. Стоечный профиль 50 на 50, к которому и будет крепиться наш гипсокартон, отрезаем нужного размера и, начиная от стены, выставляем их через 400 мм друг от друга, то есть через 40 см от одного центра профиля до другого. Технология КНАФ позволяет ставить через 60 см профиля друг от друга. Я ставлю через 400, так просто стена ваша будет прочнее. Так, вот подготовил я бруски. Но имейте в виду, что он должен быть не 50 на 50, а лучше всего 40 на 40 брусок. Вот, на профилях отметил места крепления. Ну, у меня не было цельного бруска, можно было цельный поставить, но что есть, то есть. И не обязательно ставить целый, потому что в местах крепления дверь будет крепиться только в месте завес и ответки замка. В общем, хотел я здесь на двери, на дверном проеме столбы собрать, но потом передумал, потому что дверь у меня легкая будет, выдержит и так, ничего страшного не будет. Вот наши закладные. Вот под нижнюю петлю, вот под верхнюю. И вот с этой стороны, где будет замок, тоже будет крепление двери. Так выглядит наш каркас основной. Сейчас осталось подготовить только перемычку на дверь. И в принципе можно уже зашивать будет. Здесь опасно собирать все на саморезы. Жесткий монтаж здесь нам не нужен, потому что потолок, все это деревянное, плюс он утеплен. Может, конечно, какая-то вибрация, он может играть. Потому что когда был, допустим, у нас дождь, сильный ветер, по балкам слышен был скрип, то есть крыша все равно ходит, поэтому никаких жестких соединений, все должно быть подвижно. Потом точно так же гипсокартон будет, все с зазорами все будет делаться, поэтому без самореза. Вот наша перемычка. Видите, завернул уши вверх, потому что не хочу вниз, потому что у меня еще будут откосы из гипсокартона, чтобы лишнюю толщину не давать. Вот эти поперечки, они тоже не просто так стоят, а в размер. Вам показать, это ж верх наш. Он вообще ни за что не крепится. Но я его просто запеню. Сначала хотел сюда бруски вставлять, выпиливать под 45 градусов. Ну, во-первых, оно и так нормально уже стоит, плюс обошьется, еще будет стоять. Я просто сейчас это все запеню, клей пеной или просто пеной. Это плюс еще даст какую-то фиксацию. И после того, как запеню, еще попробую вот так вот саморезом длинным прикрутиться к этому бруску, к этой доске, к дюймовке. Заднюю стенку я уже зашил, там снимать было неудобно, поэтому я вам не показывал. Дальше будет интересно, покажу, как за 5 минут это все обшить. Электрику, розетка одна и выключатель. Все это кинул на один автомат. Кладовка будет выключаться с одного автомата. Вот такое помещение получилось. Для кладовки, я думаю, самое то, что надо.
Утеплитель, шумоизоляцию я сюда закладывать не буду, не вижу никакого смысла. Помещение техническое, зачем я буду тратить лишние деньги, работу? Бессмысленно. Поэтому будет все просто каркас, обшитый с двух сторон гипсокартоном. Клипсы, как я прикрутил клипсы к гипсу. Просто короткий саморезик. Чуть-чуть здесь, я не знаю, видно. Вот вылезла шишечка. Сейчас приближу. Но она настолько маленькая, что перекроется шпаклевкой без проблем. Но на самом деле просто саморез надо было чуть меньше взять. Это временное крепление, никакой функции оно не несет. Просто чтобы не болтались провода, и закрепил прямо на клипсы, и все. Ставлю все листы на подкладки, деформационный шов. Потом я покажу, как его заполнить. Подставки такие же, из 12 гипсокартона, 12,5 мм, то есть толщина, высота. Как вы ставите первый лист, так у вас дальше и пойдет. И еще плюс, не закручиваем весь лист, пока не достали подкладки. Потому что когда вы прикрутите, он зажмет, и подкладки уже потом можете не достать. Вот этот шов деформационный снизу, его заделают обычно специальным герметиком. Ну, так как специального герметика у меня нет, я это заделаю обычной пеной, и ничего страшного не будет. Ну и вот такая красота у нас получается. Пока я это все делал, я же думал, как мне сэкономить, я же себе делал, можно на чем-то посэкономить, и решил, чтобы сэкономить, я все-таки обошью это вторым слоем. Потому что все-таки жидковато, слабовато перегородка получается в один слой. Тем более здесь дверной проем. Если бы как бы двери не было, еще куда не шло. Так как дверь постоянно открывается, закрывается, идет небольшая вибрация, это все может потом плохо сказаться на финишном покрытии. Так вот и в том-то экономия и заключается, что я потом не буду это все переделывать. Но в монтаже второго слоя гипсокартона есть один нюанс. Как видите, на первом слое заделаны все швы стейки гипсокартона. Что это нам дает? Это нам дает, во-первых, дополнительную прочность. То есть мы уже, считайте, склеили, спаяли листы в этом месте. Вот этот стык. И плюс второе, но это обычно на объемах очень часто бывает. Здесь, когда соединяются два стыка заводских, здесь получается углубление, потому что на гипсокартоне в этом месте заводская фаска. Так как здесь будет углубление, лист будет немножко туда вдавливаться. Это серьезно, то есть разные требования, разные заказчики есть, и такое бывает. Поэтому в этом виде работы есть очевидный плюс. Для тех, кто не в курсе, где у нас не заводской шов, то есть гипсокартон резанный, здесь нужно срезать фаску. В переделке ее нужно будет заполнить фюгенфюллером, либо унифлотом. Это такая специальная смесь. Кромку можно снимать специальным рубанком, а можно простым ножом. Примерно под 45 я режу. Примерно такой шов у вас должен получиться. Делать это нужно обязательно, потому что иначе ваш гипсокартон именно в этом месте даст трещины.
Вот, в принципе, готовая стенка. Я вам сейчас покажу еще, как эту щель заделать. Вот, сэкономил я, как обещал. Сэкономил я на том, что я сделал в 2 слоя гипсокартон. Ну, с этой стороны немножко подсэкономил тем, что заднюю часть я уже слепил из обрезков, кусков, которые были. Да, чуть больше швов. Но для меня это не страшно, эти швы. Я это все сделаю за 5 минут. Дай бог с ним. Если бы я делал, конечно, клиенту, заказчику, я бы так не делал. Я бы все это сделал с целых кусков и все. И дал бы на это гарантию. Ну, а здесь я делаю себе, поэтому я отвечаю только сам перед собой. Обычно этот деформационный шов заделывают специальным герметиком. Особенно это актуально где-то в мокрых помещениях. Ну, герметика у меня нет, поэтому я заделаю пеной. И то это заделаю только для того, чтобы там щели не было, чтобы туда всякая пыль, мусор не собирался. Ну что тут сказать, 2 слоя есть 2 слоя. За видео лайк, всем спасибо, всем пока.